Всем привет! В этом видео я вас научу вязать вот такие небольшие, но безумно красивые мотивы крючком. Научу их соединять между собой, чтобы вы могли потом связать какое-то изделие. Я вяжу сарафан для девочки, и каким он будет, я обязательно покажу. Но эти мотивы подойдут как и для взрослого, так и для пледов, наволочек, на подушки и так далее. Они очень универсальны. Один мотив всего 5 сантиметров. Вот такой небольшой, аккуратный мотив. Но, когда вы делаете расчеты, я советую замерять не отдельный мотив, а мотивы уже соединенные. Так, например, два мотива получаются 11 сантиметров, а не 10, как можно было бы подумать. Это учтите. Ну и, конечно, размер мотива зависит от пряжи, из которой вы вяжете. Я выбрала свою любимую пряжу. Это Янар Бегония. Хлопок, очень нежный. В 50 граммах 169 метров. Пряжу-то я полюбила очень давно. Вяжу из нее как для детей, так и для взрослых. Нежная пряжа хорошей толщины. А вот схема, по которой мы будем вязать. Здесь мотив не такой изящный, как получается из белой пряжи. Эту схему я выложу в группу ВКонтакте и в Одноклассники, также она есть в Инстаграме, поэтому вяжите вместе со мной. Итак, приступаем. Вначале мы делаем первую рабочую петлю и набираем цепочку из 6 воздушных петель. 6 воздушных петель. Теперь находим первую петлю, заводим в нее крючок и соединяем цепочку в кольцо. Так, вот у нас получилось небольшое колечко, через него мы с вами будем вязать. Кончик нити кладите прямо поверх цепочки и будем обвязывать цепочку вместе с кончиком нити. В первом ряду делаем 4 воздушные петли. Это 3 воздушные петли подъема и еще одна воздушная петля. Затем накид и через кольцо с кончиком нити провязываем столбик с одним накидом и 1 воздушная петля. Весь ряд у нас будет такой: столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и так далее. Вот он, столбик с накидом, воздушная петля. Еще раз. Столбик с накидом, 1 воздушная петля. Скажу по секрету, всего должно получиться 16 столбиков с одним накидом. Между каждым столбиком по 1 воздушной петельке. Вначале можно даже не считать, потому что они прям плотненько-плотненько будут располагаться в первом ряду. Итак, вяжем 1 столбик с одним накидом и 1 воздушную петлю. Сдвигайте вот так столбики, потому что нам нужно уместить очень большое количество столбиков с одним накидом. Воздушная петелька, столбик с одним накидом, воздушная петелька, столбик с одним накидом. Пересчитываем полученные наши столбики. Всего я связала 14. Осталось провязать еще 2 столбика. Воздушная петелька, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом и воздушная петля в конце ряда. Соединяем ряд мы не с 3 воздушной петелькой подъема, как обычно. Заводим крючок под цепочку, под воздушную петлю. Посмотрите. И соединяем. Таким образом, мы и соединили первый ряд, и перевели крючок под воздушную петлю для вязания второго ряда. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема, накид, под эту же петлю заводим крючок, провязываем
только накид, на крючке 2 петли. Накид, заводим крючок под эту же петлю, провязываем только накид. На крючке 3 петли, из них делаем одну. Первый пышный столбик во втором ряду готов. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И приступаем к вязанию второго пышного столбика. Накид, заводим крючок под следующую воздушную петлю, провязываем только накид. Накид, заводим крючок под следующую воздушную петлю, провязываем только накид. И еще раз накид, заводим крючок, провязываем только накид. На крючке 4 петли, из них делаем одну. Второй пышный столбик готов. 3 воздушные петли. Вяжем еще один пышный столбик. Под следующей петелькой воздушной провязываем накид. Делаем накид на крючке, под этой же петелькой провязываем второй накид. И под этой же петелькой провязываем третий накид. На крючке 4 петли, из них делаем одну. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Как вы поняли, под каждой воздушной петелькой первого ряда мы провязываем по одному пышному столбику. Между пышными столбиками во втором ряду у нас идут по 3 воздушные петли. Вот он, пышный столбик, провязан. После него обязательно делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид, заводим крючок под следующую воздушную петлю, провязываем накид. Провязываем второй накид, провязываем третий накид. На крючке 4 петли, из них делаем одну. Еще один пышный столбик готов. Довязываем так до конца ряда. После пышного столбика не забываем про 3 воздушные петли. 1, 2, 3. На самом деле я не довязала, мне осталось провязать всего один пышный столбик. Их, кстати, тоже 16. Можно пересчитать. Итак, провязываем первый накид, провязываем второй накид, провязываем третий накид. На крючке 4 петли, из них делаем одну. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Этот ряд тоже соединяем не с вершинкой пышного столбика, а под цепочкой. Посмотрите. Заводим крючок под цепочку и с ней соединяем. Все, ряд готов. Сейчас немножко ряд может волниться. Не обращайте на это внимания. Вяжем новый ряд. Воздушные петли подъема и столбик без накида под цепочкой. Теперь мы будем вязать уголок у нашего мотива. Итак, давайте приступим. Делаем накид на крючке и под следующей цепочкой провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом. Затем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Тут же под этой же цепочкой вяжем еще 5 столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом. Уголок мы с вами провязали. Вяжем далее. Соединяем под следующей цепочкой столбиком без накида. Затем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем под следующей цепочкой столбиком без накида. И еще раз 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем под следующей цепочкой столбиком без накида. Затем под новой цепочкой вяжем уголок. Это 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И тут же еще 5 столбиков с одним накидом. Все по 5. Тут мы с вами не запутаемся. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Второй уголок у нас готов. Осталось только соединить его под цепочкой столбиком без накида. Вяжем 5 воздушных петель. Соединяем столбиком без накида. Еще раз 5 воздушных петель, столбик без накида. Посмотрите, я очень надеюсь, что вы за мной успеваете вязать. Если что, нажимайте на паузу. Главное, вяжите в своем темпе. Под цепочкой вяжем новый уголок. Это 5 столбиков с одним накидом, 5 воздушных петель и еще 5 столбиков с одним накидом. Так, вот я провязываю воздушные петельки, подвинем немножко столбики, чтобы нам было место для еще 5 столбиков с одним накидом в уголке. 1, 2, 3, 4, 5. Тоже, видите, немножко волны идут, но ничего, это потом все выровняется. Соединяем под воздушными петельками столбиком без накида 5 воздушных петель, столбик без накида, 5 воздушных петель, столбик без накида. Нам осталось провязать еще один уголок. Давайте приступим. 5 столбиков с одним накидом провязываем под цепочкой из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Так, 5. 5 воздушных петель. И еще раз тут же 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Далее соединяем под воздушными петельками
столбиком без накида. Что же нам не хватает? 2 цепочки из 5 воздушных петель. Сейчас мы их с вами провяжем. Так, заводим крючок в петельку и провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем под цепочкой. Первую цепочку мы с вами провязали. Еще раз. 5 воздушных петель. Находим первый столбик без накида. В его вершинку заводим крючок и с ней соединяем 2 воздушные петли. Ножницами отрезаем нить, затягиваем узелок. Ну и вот наш мотив готов. Его надо немножко расправить, выровнять, и у нас получится вот такой красивый мотив. В следующем видео я научу вас, как соединять эти мотивы между собой. Посмотрите, какая красота у нас получится. Мотивы между собой соединяются. 1, 2, 3, 4 в 4 местах. Вы часто пишете мне, как же соединять мотив к уже присоединенным мотивам в уголке. Вот на этот вопрос я также отдельно отвечу в следующей части. Не пропустите ее. Спасибо, что вязали вместе со мной. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!